Привет, меня зовут Дарина, рада приветствовать вас на моем канале. Я вас, наверное, не удивлю, но сегодня мы поговорим о книгах. Есть так много способов читать книги. Электронный вариант, бумажный твердый переплет, бумажный мягкий переплет, аудиокниги, аудиосериалы. Истории на этих страницах одинаковые, Истории одинаковые, меняется только формат. Недавно в своем инстаграме я провела опрос. Спросила людей, какой формат книг они предпочитают. Я спросила о твердом, мягком переплете, электронные книги, либо, возможно, они любят чередовать. Знаете, твердый переплет, он выигрывает. Я могу понять людей, которые выбирают твердый формат книги. Точнее, твердый переплет. Потому что я сама, когда захожу в библиотеку, либо в книжный магазин, я всегда обращаю в первую очередь на твердый переплет, на эту обложку, на эту просто не гнущуюся, хорошую обложку. На мягкую я смотрю обложку уже в крайнем случае, если, например, нету книги, которую я хочу прочесть в твердом переплете. Либо жаба на моем плече уж слишком утягивает мне кошелек. Итак, в этом видео я решила разобрать плюсы и минусы того или иного формата книг. И начнем мы с мягкой обложки, пожалуй. Мягкая обложка печатной книги. Вот одна из моих недавних покупок. Очень приятная бумага, мне так нравится. Итак, в чем же плюсы такой книги? Такую книгу удобно брать с собой. Из-за переплета как раз таки, из-за обложки. Она занимает меньше места. Это удобно, и она меньше весит. Также книги в мягкой обложке хорошо смотрятся на полке, особенно если их много. Вы замечали, когда заходите в книжный магазин, даже несмотря на то, что мягкая обложка не пользуется такой большой популярностью, как твердая, но когда книги на полках стоят все кучкой и рядом, это выглядит восхитительно, особенно если издание, например, у книг одинаково. Сейчас классика в мягкой обложке выходит, и она вся в одном стиле. Это выглядит красиво. Тут также. И, например, в сравнении с электронной книгой, у книги даже в мягкой обложке более традиционный вид, что ли. Ведь это так приятно взять книгу, открыть страницы, полистать, иногда даже понюхать, подержать в руке, как она лежит, какая у нее приятная обложка. Их намного дешевле покупать, чем книги в твердой обложке. Цена порой на книги в мягком переплете, в отличие от книг в твердом переплете, иногда разница в цене в 2 раза. Это чуточку обидно. Потому что, по сути, кажется, что обложка? Чуть-чуть изменена и все. Почему такая большая разница? Я, кстати, до сих пор не могу понять, потому что я, не занимаюсь печатанием книг. Возможно, разница в цене в 2 раза довольно-таки оправдана. Скорее всего. Ну и, конечно же, то, что книги в мягком переплете стоят намного дешевле, чем книги в твердом переплете, это значит, их можно купить в 2 раза больше. А также, как ни странно, если у вас есть, например, друзья в другом городе, и вы хотите поздравить своего друга с днем рождения и отправить ему какую-нибудь книгу, новинку, например, либо книгу, которую он давно хочет уже купить, вы можете купить ему книжку в мягкой обложке и отправить по почте. Это будет дешевле, потому что книга в мягкой обложке весит, меньше, чем в твердой. Задумайтесь. И какие же минусы у мягкой обложки? Ведь я привела столько плюсов, но есть и минусы. Например, вы не можете очень много книг взять с собой. Максимум, наверное, 2. Вряд ли кто-то больше с собой возьмет. Потому что это все-таки объем и вес, который так важен в сумке либо в чемодане. Как бы это печально ни звучало, но обложки в твердом переплете выглядят порой намного лучше, чем в мягкой. К примеру, книга Дюны в твердой обложке и в мягкой обложке. Они выглядят по-разному. И в твердой, на мой вкус, по крайней мере, выглядит лучше, бомбезнее. И еще один пункт, еще один минус с мягкой обложки. Скорее всего, меня поймут люди, которые ведут блог о книгах. Книги в мягкой обложке довольно-таки сложно порой уложить для фотографии. То есть они могут лежать неровно. Если, тем более, книга не новая, и вы ее почитали, либо уже открывали, часть обложки уже открывается. Как бы вы ее ни поворачивали, как бы вы ее ни прижимали, она будет торчать. Надеюсь, на камере это видно. Это печально, это очень печально. Потому что порой из-за этого приходится долго фотографировать такие книги. Либо как-то извращаться с углом съемки, чтобы этого не было заметно. Либо делать это фишкой своей фотографии. Также не только при фотографировании, но и при чтении книги в мягкой обложке немного неудобны, потому что приходится вот так открывать, и просто, чтобы посмотреть, что написано близко к середине, нужно выворачивать книгу вот так и наклонять голову. Но также немного неудобно,
что ты не можешь освободить руки. Например, элементарно заплести волосы, либо что-то просто, не знаю, поправить одежду, например. Нет, ты не можешь положить книжку, потому что она закроется. Это, к сожалению, небольшой минус. Итак, мой любимый формат — твердый переплет. Перейдем сразу к плюсам. Первый плюс. У них красивые обложки. Даже супер обложки есть. Вы, несомненно, будете получать огромное удовольствие, когда будете снимать супер обложку. Это просто потрясающе. Даже несмотря на то, что на этой книге суперобложка всего наполовину, но она все равно немного отличается от основной обложки. У меня есть во временном владении книга Роберта Брынзы. Там суперобложка повторяет обложку в обычном формате. То есть, например, в электронном варианте, если вы ее читаете, вы видите одну обложку. Но под суперобложкой книга Роберта Брынзы полностью красная. Я когда впервые это увидела, я увидела ее в библиотеке, когда взяла. И это было красиво. Какой же еще плюс у книги в твердой обложке? Они лежат ровно. Вы можете беспрепятственно фотографировать как хотите, кладите как вам заблагорассудится. Потому что даже несмотря на то, что вы книгу уже почитали, она хрустит. Вы это слышали? Потому что я ее еще не прочитала. Дождись меня, я тебя прочитаю. Я отвлеклась, извините. Даже если вы открывали книгу, обложка никому этого не выдаст, потому что из-за собственного веса, из-за толщины обложка не будет топорщиться. Это несомненный плюс. Ну и давайте, конечно же, признаем, что книги в твердой обложке выглядят просто бесподобно на полках. Знаете, иногда в книжные магазины я хожу и с недавних пор в библиотеку просто для того, чтобы походить и посмотреть на книжные полки. Как там стоят книги друг к дружке. Либо какая-то полка стоят книги просто корешками к вам лицом, и появляется какая-нибудь книга, новинка, например, и ее ставят вот так, обложкой к тебе. И сразу вот задается такое настроение. Хочется все почитать. Это красиво, это действительно красиво. Ну и как бы, конечно, я не любила книги в твердом переплете, у них есть свои минусы. Например, если вы захотите куда-то сходить или вы едете путешествовать буквально там на недельку, например, книги в твердом переплете с собой брать очень-очень проблематично. Потому что мало того, что они весят больше, они еще и более объемные. То есть они вообще, в принципе, по размеру больше, потому что, вот сравните. А количество страниц у них, наверное, одинаковое. Тут, конечно, побольше, и по весу вот это гораздо тяжелее. Это невесомое практически, а это ощущается в руке. Также минус может быть, например, в суперобложке, потому что если вы когда-нибудь читали книгу, которая имеет суперобложку, вы меня поймете сейчас. Когда читаешь книгу, и когда суперобложка полностью, не такая наполовину, а когда она полностью идет во всю книгу, во всю высоту, она постоянно сползает, выворачивается, как вот сейчас, например. И приходится либо ее снимать, либо терпеть. Ну, в большинстве случаев просто легче ее снять и убрать, например, в сторонку куда-нибудь. Но делать это постоянно до жути неудобно, непрактично. Еще один несомненный минус твердого переплета — это, конечно же, цена. О, господи, это кошмар. Ладно, если можно найти на твердый переплет какую-нибудь акцию, но когда ты до жути хочешь прочитать какую-то книгу, и ты не хочешь ни в коем случае ждать акции, либо тебе надо прочитать, и что ты сделаешь? Ты, конечно же, будешь ее брать, покупать. Я ничего не скажу про эту книгу, потому что я ее купила за 300 рублей на Озоне. 300 рублей для твердого переплета — это просто, это немыслимая цена, это очень дешево. Самая дорогая книга, которую я пока что брала в твердом переплете, это «Убийца сидит напротив» Джона Дугласа. И причем в книжном магазине она стоила 700 рублей. Я ее взяла на Wildberries за 500 с чем-то рублей. Разница в 200 рублей, как бы да, весомая. Можно купить на 200 рублей книжку, например, в мягкой обложке. Но все-таки, когда ты платишь за книгу 500 рублей, просто вдумайтесь в эту цифру, 500 рублей. Как-то немного скребут кошки на душе. И жаба тянет свои лапчонки к твоей шее, пытаясь тебя задушить и сказать, какого хрена ты берешь такие дорогие книги, читай электронные. И, конечно же, еще один минус, который вытекает из прошлых пунктов мягкой обложки. Это, например, если вы хотите отправить книгу своему другу в твердой обложке, то придется раскошелиться, потому что они имеют хороший вес. Придется немного доплатить за их перевозку. Помните об этом. Итак, следующий формат — это электронная книга. Я держу в руках телефон. Я сама адепт электронных книг.
Покупать в электронном варианте, конечно же, намного дешевле, чем в электронном, чем в бумажном варианте. Книга может стоить в электронном 200 рублей, а в бумажном 600. Разница в 400 рублей. То есть можно купить 3 книги электронных, либо одну бумажную. И небольшое осознание того факта, что вы можете носить в своем кармане просто сотни книг всего лишь в одном устройстве, заставляет меня немного гордиться. Электронный формат книги, конечно же, можно читать где угодно, при любом освещении, и главное. Вы можете читать электронные книги, сидя на диване, лежа на кровати, валяясь в ванной, либо если вы едете в автобусе, в метро. Да даже когда стоите в очереди на кассе, вместо того, чтобы просто разглядывать магазины и прилавки, вы можете открыть книгу и читать ее. Это очень удобно. Это сокращает время, которое вы тратите на чтение книги. То есть вам не надо устанавливать какой-то свет, включать дополнительные светильники, устраиваться как-то слишком удобно, чтобы свет падал именно на книгу. А в электронном варианте вы можете об этом не париться. Садитесь в любое удобное место, включаете книгу и читаете. Как ни странно, еще один плюс — это отсутствие закладок. Я, как человек, которая задумалась о покупке закладок для книг, увидев, сколько они стоят, начала пользоваться открытками. Но серьезно, я не особо парюсь по закладкам. В электронном варианте книга откроется именно там, где вы остановились, в то время как книга в бумажном варианте вы можете просто потерять свою страницу. Либо забудете положить закладку, либо закладка элементарно выпадет из книги, если вдруг вы ее будете нести не очень ровно. Также, если вы пользуетесь удобной читалкой, хотя, мне кажется, практически во всех читалках для книг сейчас есть такая функция, вы можете оставлять пометки. Это очень важно. Вам не придется либо пользоваться стикерами, ручками, постоянно их носить с собой, чтобы делать какие-то отметки в книге. В электронном варианте вы можете делать электронные выписки такие и более обширно, то есть не стеснять себя каким-то маленьким стикером, либо полем в книге. Вы можете написать столько букв в заметке, сколько душе угодно. Ну и, конечно же, несмотря на все плюсы, у всего есть минусы, даже у электронных книг. Например, вы не можете увидеть красивую обложку. Ну нет, вы, конечно, ее видите, когда вы скачиваете книгу. Но когда вы ее читаете, вы ее уже не видите, эту красивую обложку, над которой работали и автор, и художник. Это немного печально. Еще немного грустный факт. Вы не можете прочитанные книги поставить на полку. Это очень грустно. Я когда смотрю на свой список книг в телефоне, и понимаю, блин, какая же красивая полка у меня бы образовалась из книг, и не одна. Еще интересная особенность, интересно, у вас такая есть? Вы можете набрать кучу книг, например, либо в корзину откладывать, либо накупить. Например, какая-нибудь акция будет проходить. Вы накупили кучу книг в электронном варианте, и они у вас лежат, пылятся в библиотеке, на полке в вашем приложении, и вы их не видите, вы о них забываете. И они лежат, грустят. Ну и, конечно же, если вы, например, захотите кому-нибудь отправить электронную книгу, это будет довольно странно, потому что как можно подарить электронную книгу? Отправить, наверное, сертификат в электронном варианте по почте на покупку книги. Но, согласитесь, это не тот формат подарка, который порой хочется получить. Электронный сертификат на книгу, на электронную книгу. Странно получать в подарок какой-то нематериальный подарок, который ты не можешь пощупать в руках. Кстати, если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, аудиокнига. Куда же без них? Итак, первый плюс аудиокниги — это то, что ты такой, как барин, можешь лежать на кровати, диване, не знаю, в гамаке, хоть где, и тебе читают книгу. Это же так круто, если еще чтец с приятным голосом, который еще умеет менять тон голоса, чтобы ты понимал, кто какой персонаж, это просто шикарно. И тебе не приходится беспокоиться о том, что тебе нужно держать книгу. Руки свободны, ты вообще свободен, потому что книга у тебя в ушах. И немного о чтецах. Я, как человек, который не может воспринимать аудиокниги, пока что я работаю над этим, я стараюсь. Слушаю иногда аудиокниги, но мне безумно сложно сосредоточиться на повествовании. Но это не мешает мне оценивать чтецов. У меня как-то было приложение, и там была библиотека с бесплатными аудиокнигами. Они, конечно же, старенькие уже книги довольно-таки, о которых ты порой даже не слышал. Ну, конечно же, таких книг много, но в той библиотеке я не увидела вообще ни одной знакомой мне книги. Наверное, поэтому они были бесплатными. Но суть в том, что
я переключала кучу книг именно из-за чтецов, как они читают. И мне попадалось, кстати, немало чтецов, которые мне прям нравились. Но, к сожалению, из-за моего внимания, которое у меня переключается просто за минуту, я не могу воспринимать аудиокниги. Ну и, конечно же, когда мы втыкаем наушники в уши, для чего мы это делаем? Чтобы полностью закрыться от мира. Но вместо музыки вы можете включить аудиокнигу и просто погрузиться из мира реального в мир книжный. Вы можете слушать любую книгу, хоть триллер, идти по темной улице с триллером в ушах, это просто конфетка. Но не забываем про безопасность. Либо вы можете идти по хмурой, унылой улице и включить какой-нибудь фэнтези. И просто погрузиться в мир совершенно других физических форм. Ну и, конечно же, у аудиокниг есть свои минусы. Например, вы можете слишком отвлечься от всего. Поэтому нужно быть аккуратными и сосредоточенными. Конечно же, слушать книгу, погружаться в нее, но все-таки оставаться в реальном мире и следить за обстановкой, чтобы, не дай бог, не сшибить кого-нибудь, либо не перейти дорогу в неположенном месте. Если так подумать, аудиокниги порой дороже фильмов. Что-то мне подсказывает, что записать аудиокнигу намного быстрее и легче, чем снять фильм. Ну и как электронными книжками, если, например, бумажные форматы вы можете дать на время почитать кому-нибудь, то вот, например, с аудиокнигой это будет сложно или даже невозможно. И опять же, если вы хотите сделать подарок своему другу и попытаться отправить аудиокнигу, это будет довольно сложно, потому что, опять же, как это можно сделать? Можно подарить, конечно же, сертификат в магазин. Но, опять же, это будет довольно странного формата подарок, потому что это не что-то физическое, это просто электронная книга. Итак, после некоторых минут раздумий могу сказать одно. Конечно же, каждый формат хорош по-своему, у каждого формата есть свои плюсы и минусы. Например, среди моих книг чаще встречаются книги в электронном варианте. Я действительно адепт электронных книг, потому что это дешевле и их удобно брать с собой. Я могу уехать в любое время, в любую часть страны, и со мной всегда будут книги. И мне не придется думать о том, как положить их, в какую сумку их запихнуть, как выделить для них место, как их сохранить, потому что ехать с книгами — это тоже челлендж. Нужна какая-нибудь обложка, что-нибудь защитное, какая-нибудь ткань, либо специальный чехол, если вы не хотите испортить свою книгу. Но несмотря на то, что я читаю по большей части электронные варианты, я беру, конечно же, в твердой обложке и в мягкой. А еще плюс у электронных книг это то, что когда они выходят в продажу, вы можете в самую первую очередь их прочесть. Потому что за бумажным форматом порой приходится ехать в магазин, либо их привозят туда намного позже, ну, либо не намного, но хотя бы на день-два позже, чем электронный вариант. Я уже несколько книг так ловила, именно они выходили в какой-то день. Я уже начинала читать, пока остальные ждали твердую обложку или мягкую, без разницы, просто печатный формат книги. И, конечно же, у каждого формата есть свои плюсы и минусы, повторюсь. И именно в каком формате читать вам, решайте только вы. Какой формат вам более удобный? Твердый переплет, либо мягкий, либо вообще только электронный, либо вы только слушаете аудиокниги. Не возникает ли у вас таких проблем, что вы не можете порой уловить нить повествования, либо не можете достаточно четко и ярко представить картинку, которая происходит на страницах книг, потому что читаете ее не вы, а читают ее вам? Какие плюсы и минусы вы бы добавили к этой подборке? Я хотела бы узнать ваше мнение. Обязательно пишите. И не забывайте подписаться на этот канал, чтобы не упустить новое видео. Пока!